Всем привет. Сегодня у нас расклад «Будет ли он бороться за тебя?» Кто он, это уж вы сами решаете. Если у вас нет никого, то это не для вас расклад. А то есть такие, на отношения там смотрят и говорят: «Дед, ну ты же врешь, у меня нет никого». Хотя там именно про него. Итак, манифест, эзотерическая библиотека, секретные чаты — все в описании и в закрепленном комментарии. И давайте начнем наш расклад. Итак, единички. Первые две карты — сигнификация, а остальное парно читаем. Что сейчас между вами? Ну, между вами все очень интересно сейчас. С одной стороны, он к тебе тянется вот с этой какой-то вот мальчишеской горячностью. Ты его заводишь, он готов на подвиги ради тебя, может даже написать там в 3 часа утра. Может приехать через весь город, если ты позовешь. У него, знаешь, включается режим вот этого завоевателя, ну, когда дело касается тебя. Но при этом он себя в рамках держит, не дает воли своим эмоциям. У него, знаешь, в голове четкий план, как должны отношения развиваться, и он не позволяет страсти сбить его с этого курса. Он может быть очень романтичным, но он, знаешь, всегда с оглядкой на логику. Сейчас между вами игра вот горячо-холодно. Он или невероятно активный, засыпает тебя вниманием, а потом резко, как говорится, дистанцию держит, чтобы проанализировать вот это все. Ты для него не просто женщина. Ты для него задача, которую нужно правильно решить. И он к тебе сильное влечение, как сказать, испытывает. Но одновременно он оценивает, насколько ты вписываешься в его планы на жизнь. И вот это создает между вами напряжение. Чувства есть, но полной открытости нету. Он боится потерять контроль над вот этим всем, поэтому он близость дозирует. Что он чувствует к тебе на самом деле? Но он, знаешь, он себя в ловушке чувствует собственных обстоятельств. И ты для него как вот окно в другую жизнь. У него есть обязательства, привычки, даже отношения, возможно, от которых сложно избавиться. Он живет в рамках, которые сам себе создал, и понимает, что выйти из них непросто. А ты в его жизнь приносишь легкость, свободу, которых ему прям катастрофически не хватает. С тобой он себя чувствует, вот как сказать-то, живым, молодым, способным на вот эти вот поступки спонтанные. Ты ему напоминаешь о том, какой он раньше был, до всех вот этих взрослых обязательств. И он восхищается твоей вот этой непосредственностью, твоей способностью жить сердцем, а не вот этим расчетом. Ты для него как вот персонаж из другого мира, как будто, где можно позволить себе быть искренним и не думать о последствиях. Но именно это его и пугает. Он понимает, что отношения с тобой, они могут перевернуть его вот эту размеренную жизнь вверх дном. Поэтому он одновременно к тебе и тянется, и сопротивляется. Понимаешь? Ты для него и спасение, и угроза. Будет ли он за тебя бороться и почему? Нет, активно бороться он не будет. Он, знаешь, он такой человек, который верит в судьбу, в подходящие моменты. У него философия какая? Если суждено быть вместе, то все само собой сложится без каких-либо лишних усилий.
Он будет ждать, когда звезды сойдутся правильно, когда закончатся его там текущие обязательства, когда изменятся обстоятельства, когда петух в жопу клюнет, когда появится зеленый свет для отношений. Вот это все. Он, знаешь, он как ты, которая все себе откладывает в проживание арканов пойти. Хотя хочется. И вот ты откладываешь, вот и он также откладывает. Ты таких же притягиваешь, как ты и сама. И он будет долго взвешивать все за, против, прежде чем принять решение. И при этом он будет держать тебя в поле зрения, отслеживать твою жизнь. Вот он тебя бесит своим вот этим непонятным. Так вот, это ты сама, которая идешь в проживание до сих пор. Понимаешь? Кардинальных шагов он не предпримет, так же, как и ты. Он ждет, что жизнь сама там расставит все по местам, когда звездочка упадет. Его позиция, знаешь, какая? Если мы действительно друг другу подходим, то способ найдем быть вместе без вот этих драм и разрушений. А он не готов ломать текущую систему ради отношений, даже если они его очень привлекают. Поэтому вся инициатива будет на тебе. Если хочешь отношений с ним, придется самой создавать условия, при которых ему будет комфортно сделать шаг тебе навстречу. Больше никак. Ну, он твое зеркало. А что ж ты хотела? Вселенная, она такая, она посылает нам людей, которые зеркалят нас. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Что сейчас между вами? Сигнификация, первые две карты. Но между вами все странно. Он, знаешь, он тут хороший, сразу говорю, а вот ты нет. А у вас ситуация какая? Он упорно строил с тобой отношения. Там медленно, да, я согласен, но основательно, по всем правилам. Он не из тех, кто вот в омут с головой бросается. И все шло по плану. Ваши встречи, ваши разговоры, постепенное вот это сближение. Он инвестировал в эти отношения свое время, свои силы, свои чувства, думая, что строит что-то серьезное и долгосрочное. И вот на этом спокойном фоне все рухнуло. Не постепенно, не с предупреждениями, а как вот гром среди ясного неба. Ты что-то сделала, что его шокировало. То ли он узнал какую-то информацию о тебе, которая перевернула его представление о тебе. Или вот изменились какие-то внешние обстоятельства, пришлось уехать там и так далее, работа, семья. Сейчас он, знаешь, в ступоре. Все, во что он верил относительно ваших отношений, оказалось под вопросом. Он столько сил потратил на то, чтобы все было правильно, все было стабильно, а получил полную неопределенность. И ты мне сейчас скажешь: нет, дед, все наоборот. Нет, мы тебя смотрим, ничего не наоборот. И между вами сейчас пауза. Он пытается понять, что вообще происходит, и стоит ли вообще продолжать то, во что он так вкладывался. Фундамент, который он строил, он треснул. Он не то что треснул, он разломался. И он не знает, можно ли вообще вот это все починить и с нуля начать. Что он чувствует к тебе на самом деле? Переворот в сознании у него сейчас. Все, что касается тебя, он пересматривает заново, как глазки открыл. И увидел все под совершенно другим углом. И это не просто обида или там разочарование. Это кардинальная переоценка всей истории ваших отношений. И при этом он чувствует, что вложил в тебя слишком много, чтобы просто вот взять и забыть. У него ощущение, что должна быть какая-то отдача от всех его усилий. И он ждет, что ты покажешь, на что ты способна. Докажешь, что вот эти его инвестиции в отношения, они были не напрасными. Он не злится на тебя, нет. Но и не испытывает вот той нежности, которая раньше была.
Скорее, он, знаешь, он относится к тебе сейчас как к проекту, который может выстрелить, а может и провалиться. Есть, конечно, надежда, что все еще можно исправить, но он больше не готов тащить отношения. В одиночку, во всяком случае. И вот в глубине души он понимает, что вот что-то важное между вами изменилось навсегда. Даже если вы помиритесь, доверия прежним не будет. Он ждет от тебя шагов, которые покажут, что ты готова работать над отношениями так же серьезно, как работал он. У меня почему-то ощущение, что у тебя есть муж, а он твой любовник. Бороться будет, не будет. У него в голове сейчас вообще другие приоритеты. Он понял, что жизнь слишком короткая, чтобы цепляться за отношения, которые требуют постоянных усилий без гарантии результата. И ему просто надоело балансировать между вот этим вот остаться или уйти. Он сейчас принял решение дальше двигаться, не оглядываясь назад. Для него это не трагедия, а освобождение. Он устал от неопределенности, от необходимости постоянно что-то выяснять, что-то доказывать. Ему хочется просто простых, понятных отношений, где не нужно бороться за каждый шаг. В его системе ценностей, знаешь, бороться за женщину — это означает унижать себя. И он считает, что если женщина действительно его ценит, то она сама будет делать все, чтобы отношения работали. А если приходится воевать за ее внимание, значит, она просто не та, кто ему нужен. Все просто. И он уже мысленно отпустил вашу историю. И уже начал строить планы без тебя в ней. Даже если ты пытаешься сейчас вернуть его, он будет воспринимать это как попытку затянуть его обратно в эту вот неопределенность, от которой он наконец-то избавился. Для него закрытие этой главы — это не поражение, это мудрое решение взрослого человека, который знает себе цену. Ну а что тут сказать, довела ты его. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки-затейницы. Первые две карты сигнификации, остальное парно читаем. Что сейчас между вами? Напряженный узел, причем довольно-таки сильный. Ты для него сейчас важный выбор, и он это понимает. Но вот именно из-за вот этого выбора он чувствует давление. Либо тащить отношения на себе и брать ответственность, либо отступить и сохранить комфорт привычный. А тебе кажется, что он там специально время тянет, там, ну, знаешь, он в реальности разрывается. Его к тебе тянет, но вместе с этим он чувствует груз вот этих обязательств, которые могут лечь на его плечи. Отношения для него уже перестали быть легкой игрой. Если раньше можно было там шутить, флиртовать, наслаждаться вот самим процессом, то сейчас это перешло на уровень, где вот нужно принимать взрослые решения. Поэтому ты видишь, что он как будто старается держать дистанцию. Не потому что не хочет, а потому что внутри у него борьба. Желание быть с тобой и страх оказаться вот в такой ситуации, где просто он не вывезет ответственность. И между вами напряжение, которое просто не дает расслабиться. Тебе хочется ясности, а он, знаешь, все больше ощущает этот выбор вот как тяжесть, как будто он кучу камней несет. Но факт в том, что у него есть искреннее притяжение к тебе и понимание важности твоего места в его жизни. Что он на самом деле к тебе чувствует? Ну, знаешь, он чувствует, что вот рядом с тобой он сильнее становится. Ты как будто вот в нем запускаешь то, чего у него не было раньше. Там инициативное, желание действовать, лидером быть. В обычной жизни он там спокойный, даже немного пассивный. Но в отношениях с тобой у него активируется вот эта мужская энергия. И ты для него как вызов.
Не сидеть на месте, а двигаться, брать все под свой контроль. Он, знаешь, он в тебе женщину видит, ради которой хочет, вот как сказать, свою состоятельность доказать. С тобой он чувствует, что он может больше, чем обычно. И вот это ощущение — это главное его чувство. Ты как катализатор вот этой внутренней мужской силы у него. И внутри у него растет вот это желание управлять всем. Показывать, что он способен там будущее создать. Не просто рядом быть, а влиять, там, строить, там, планировать детей и так далее. И еще он чувствует не только влечение, но и уважение, конечно же. Для него ты вот это, как сказать, ну, ты не банальное увлечение, не временная вот эта история. То есть ты человек, из-за которого он сталкивается со своей потребностью расти. И именно это его и держит. Потому что эмоции эмоциями, а уважение и восхищение, оно гораздо глубже. Будет ли бороться? Ну, бороться будет. Его движения, они не всегда будут такими быстрыми, громкими, но он не собирается сдаваться. Он, знаешь, он выбрал для себя, что ты для него важна. И это не что-то такое мимолетное. Бороться он будет, потому что внутри он понимает, с тобой он совершенно другой становится. У него совершенно другой уровень жизни становится. И ты ему даешь ощущение будущего, которое стабильно, которое правильно. Понимаешь? Действия, они не только из страсти будут, по деду, но из глубокого внутреннего понимания. Он хочет, чтобы все было хорошо и устойчиво. Не просто яркий роман, почихпыхались и разбежались, а вот история, в которой есть развитие. Его борьба за тебя, она выражается не через скандалы и там громкие жесты, а через вот эти постепенные уверенные шаги. Эмоции дает, там, внимание оказывает, там, предлагает вперед движение. Почему делать будет? Потому что он, знаешь, видит в тебе шанс на жизнь, где смысл есть, где есть тепло, где есть гармония и 2 борща в день. И он уже осознал, что отпустить тебя — это значит снова уйти в свою скучную, серую, однообразную вот эту реальность. А к этому он не хочет возвращаться. Поэтому, да, бороться будет, причем искренне и до конца. И всегда помни, что дед всегда рядом и ждет тебя в проживании арканов.